За последнюю неделю биткоин зафиксировал рост более чем на 30%, при этом каждый день его цена пробивала новые исторические максимумы. Сначала это был уровень 80 тысяч, затем 85, 87, 90, 93 и вот уже до уровня в 100 тысяч долларов, в который многие кто не верил, остаются считанные проценты. Да, друзья, во-первых, я хочу поздравить всех холдеров и тех, кто вместе с нами верил в рост биткоина с начала этого года. Это действительно историческое событие, которое происходит прямо на наших глазах. И 2024 год мы точно запомним надолго. Как я и говорил в нашем большом прогнозе на ноябрь, выборы просто перевернули рынок и изменили правила игры. Победа Трампа стала важным событием и катализатором такого роста, ведь его прокриптовалютная политика получила огромную поддержку от инвесторов, а также от больших фондов, которые настолько уверены в дальнейшем росте биткоина, что всего за 4 дня отправили в него 4 миллиарда долларов. Но победа Трампа и приход республиканцев, которые поддерживают криптовалюту, это только начало. Ведь сейчас администрация Трампа пополняется прокриптовалютными политиками, и одним из последних стал кандидат на пост нового министра финансов, который очень сильно поддерживает криптовалюту. Это все только усиливает шумиху на рынке и подогревает интерес к покупке биткоина. Но неужели нас ждет продолжение роста с пробоем нового максимального уровня в 100 тысяч долларов без малейшего отката или хотя бы двухдневной консолидации? Или все-таки мы находимся на пике, после чего нас ждет самый большой обвал в истории? Если вы ищете ответы на эти вопросы, то вы попали по адресу. Ведь сегодня я вам не только расскажу, что ждет биткоин дальше, но еще я отвечу на один часто задаваемый вопрос, который касается фиксации прибыли. Я расскажу, как и когда это делать правильно. Дополнительно мы обсудим последние новости в виде роста инфляции США и ее влияния на крипту, а также я объясню, почему главным победителем после прихода Трампа станет именно эфириум, который прямо сейчас активно скупает фонды. Вас попрошу поддержать данный ролик лайком, ведь когда мы наберем 1500 лайков, то видео с разбором новых перспективных альтов выйдет намного раньше. Вам, как всегда, приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22. Давайте начинать. Итак, дорогие друзья, последние 7 дней на рынке в очередной раз нам доказали, что в крипте все происходит быстро, и если вовремя не получать актуальные новости или, например, отчеты по притоку капитала в биткоин ETF, то можно упустить такое движение и ничего не заработать. Но чтобы этого не происходило, проверьте, подписаны ли вы на наш телеграм-канал, потому что редакторы Coin22 каждый день на связи и делятся с вами только самой полезной информацией, чтобы вы могли зарабатывать вместе с нами на текущем росте криптовалюты. А если вы не подписаны, то сделайте это прямо сейчас. Ну а мы давайте обсудим последние важные новости и события, которые происходили на рынке, чтобы понимать, что нас ждет дальше. Сперва давайте разберем, почему рынок так сильно вырос, почему он продолжает расти и до какого момента он будет расти дальше. На самом деле, чтобы ответить на эти вопросы, достаточно перейти на сайт, который отслеживает приток капитала в ETF. Ведь здесь мы сразу видим, что только за последнюю неделю фонд BlackRock отправил в биткоин почти 3 миллиарда долларов, став лидером всего рынка. Если кто-то до сих пор не знает, то ETF это специальные фонды, которые содержат определенное количество биткоинов. В случае с BlackRock это более 400 тысяч на 41 миллиард долларов. На этот фонд выпускаются акции, покупая которые вы получаете долю владения в этом фонде. Так вот, такой формат отлично подходит для больших институциональных инвесторов. Например, во вторник, 12 ноября, BlackRock зафиксировал приток капитала более чем 750 миллионов, второй день подряд, в то время как общий приток составил 817 миллионов, поскольку американские ETF купили 9 тысяч биткоинов. И всего за последние 5 торговых сессий 9 ETF получили рекордный приток капитала в размере более 4 миллиардов долларов. При этом ETF от BlackRock зафиксировал более 3,6 миллиардов долларов дневных объемов торгов. Когда растет приток капитала в ETF, то фонды скупают биткоин на спотовом рынке, что напрямую влияет на его цену. И как вы видите, именно в те дни, когда был большой приток, биткоин показывал самые высокие проценты роста. Главный аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас сообщил, что Bitcoin Industrial Complex пережил еще один интенсивный торговый день, когда было продано акций на сумму более 30 миллиардов долларов. Наряду с ETF, данный комплекс также включает акции Bitcoin и криптокомпаний, таких как MicroStrategy, Майкла Сейлора и биржи Coinbase. Недавние притоки в ETF после победы Трампа на прошлой неделе показывают, что большие игроки спешат купить свою долю в биткоине, ожидая продолжения роста. Причем ETF на биткоин теперь на 72% превзошли уровни ETF на золото. То есть сейчас фонд
фонды больше верят не в рост золота, которое всегда выступало защитным активом, а именно биткоина, из-за чего мы и получили такой активный памп на 30% за одну неделю. Приток средств в ETF сыграет решающую роль в дальнейшем движении цены выше уровня 90 тысяч и далее до важной цели в 100 тысяч долларов. В интервью CNBC глава компании Nexa заявил, что ожидает, что цена биткоина очень скоро достигнет 100 тысяч после победы Трампа, а также он добавил, что сейчас не время продавать. Действительно, как мы видим, фонды положительно отреагировали на победу Трампа, поскольку с его приходом к власти США станут более прокриптовалютной страной. И на эту тему у нас даже выходило отдельное видео, где мы разбирали планы на крипту, которые задумал Трамп. Кстати, рекомендую посмотреть. Из последних новостей, связанных с Трампом, я бы хотел отметить главного кандидата на пост Министерства финансов США. И этим человеком является Скотт Бессент, который знаменит своим положительным отношением к рынку криптовалюты. Журналистка из Fox Business сообщила, что Бессент, основатель Case Square Group, является ярым сторонником криптовалют. Это можно понять по его заявлениям. Недавно он сказал: «Я воодушевлен поддержкой президентом криптовалюты и считаю, что это очень соответствует идеям республиканской партии. Криптовалюта — это свобода, а криптоэкономика остается с нами». Также он поддержал амбициозные планы Трампа сделать США криптовалютной столицей мира. Таким образом, лучших условий для роста криптовалюты, чем сейчас, не было, наверное, никогда. Во-первых, биткоин активно скупает фонды, отправляя в него миллиарды долларов в день. Во-вторых, давление на рынок после победы Трампа сильно снизилось, поскольку все идет к тому, что Генслера уволят и в СЕК придет прокриптовалютный председатель. Ну и в-третьих, это интерес среди розничных инвесторов. Ведь, как мы видим, индикатор страха и жадности находится в диапазоне жадности, что говорит об активных покупках. Также максимально позитивный настрой инвесторов поддерживает вывод биткоина с бирж. Ведь согласно данным Glassnode, за последнюю неделю криптоинвесторы вывели более 40 тысяч монет на сумму 3,5 миллиарда долларов. А это сразу дает два плюса, поскольку вывод снижает доступное предложение, что вызывает дефицит и усиливает рост. И дополнительно, вывод биткоина на кошельки говорит о том, что инвесторы не собираются сейчас продавать биткоин. Как результат, мы получаем новый исторический максимум выше уровня 93 тысячи долларов. Те, кто давно следят за нашим каналом, знают, что именно этого момента мы ждали весь 2024 год. И он наконец-то наступил. И без всяких преувеличений, я хочу сказать, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы зарабатывать на криптовалюте. Ведь на данный момент за один день можно получить больше, чем за один месяц на протяжении всего года. Но если вы сталкиваетесь с трудностями в торговле, не знаете, на каких уровнях открывать сделки и какие перспективные монеты покупать, приглашаю вас в нашу подписку Coin22 Pro, где команда опытных аналитиков ежедневно следит за рынком, чтобы вы получали прибыльные сделки. За последнюю неделю участники Pro заработали от 95% на пампе Юни, от 90% на росте UP. Дополнительно мы зарабатывали на шортах во время отката, который произошел во вторник, как, например, от 80% на падении Link и от 70% на токене Tau. А также благодаря тому, что аналитики Pro указывают самые оптимальные точки входа, во время этого пампа мы закрыли много других прибыльных сделок. И даже если вы новичок, то с подпиской Pro вы не пропустите такой активный цикл на рынке, ведь мы предоставляем пошаговое обучение. Причем это не просто сухая теория, а полноценная практика, где уже с первых дней вы будете открывать сделки своими руками в сопровождении специалистов. А перед тем, как вы начнете обучаться и торговать, мы соберем для вас индивидуальный спотовый портфель, чтобы получать полностью пассивный доход. Я повторюсь, такого роста мы ждали целый год, и сейчас у каждого из вас есть возможность получить максимум от этого роста, в чем вам поможет подписка Pro. Поэтому не упускайте такой шанс, который выпадает один раз в год, а лучше переходите и напишите нам по ссылке в описании. Согласно тем данным, которые я озвучил ранее, мы теперь понимаем, что на рынке продолжает сохраняться нереально оптимистичное настроение, и сомнений в том, что биткоин пробьет 100 тысяч, уже почти нет. Вопрос только во времени. Например, если следовать отчету от главного аналитика фирмы Copper, то биткоин может пробить 100 тысяч к моменту инаугурации Трампа 20 января. Аналитик заявил, хотя рост доллара не был хорошим знаком для криптовалют, сейчас это явно не так. Ясность результата выборов дала ощущение стабильности в краткосрочной перспективе, что, похоже, радует рынки. Анализ Copper предполагает, что биткоин ETF могут сыграть ключевую роль в росте цены и, возможно, достигнуть цели к началу 2025 года. Прогноз основан на бэк-тестировании тенденций накопления ETF в сравнении с потенциальными ценовыми диапазонами, подкрепленным обещаниями Трампа бороться с большой силой доллара США, сохраняя при этом статус доллара как мировой резервной валюты. И как вы видите на этом графике, ожидаемый приток в ETF после выборов растет. В прогнозе на ноябрь
моя цель была 80 тысяч, которую биткоин достиг буквально за 10 дней. И если говорить, продолжит ли биткоин расти дальше в ноябре и декабре, я отвечу да, учитывая катализаторы, которые мы назвали ранее. Но здесь всплывают два важных вопроса, которые вы часто задаете в комментариях, а именно как правильно фиксировать профит и будет ли откат цены перед тем, как биткоин пробьет 100 тысяч. Начнем с фиксации профита. Старые зрители канала знают, что я долгосрочный холдер и редко продаю свои монеты, а если брать в учет биткоин, то я его не продавал с 2018 года. Спросите почему? Да потому что это и есть моя долгосрочная инвестиция, которую я накапливаю на споте, как в принципе и другие мои долгосрочные активы, как например акции, которые я также не продаю, правда уже гораздо дольше. Именно поэтому перед тем как продавать, вам нужно определиться для чего, либо для реинвестирования в другие монеты, либо на свои личные нужды. Сам принцип фиксации аналогичен покупке, ведь если покупать стоит постепенно на разных уровнях для усреднения цены, продавать нужно точно так же, так называемой лесенкой. Самый оптимальный вариант – это разделить ваш портфель на 5 равных частей и выбрать один день из недели, когда вы будете проводить продажу. И независимо от того, какая цена, вы должны продавать. Конечно, я прекрасно понимаю, что хочется выжать максимум, но, друзья, даже такие опытные инвесторы, как Уоррен Баффет, не могут определить самый пик для продажи. Ведь, например, после его продажи акций Apple, они выросли более чем на 20%. Но если продавать постепенно, то таким образом у вас формируется средняя цена. Но если вам нужны деньги сразу, то ни о какой постепенной продаже речи не идет. Просто продавайте по рынку на ту сумму, которая вам необходима. А вообще я советую заранее ставить цели, которые вы будете использовать для продажи. И у вас должно быть минимум 3 уровня, на которых вы будете продавать. Ведь покупая монету, вы сразу должны понимать, какой по итогу профит вы желаете получить. Исходя из этого и рассчитываются уровни для продажи. Ведь продавать спонтанно и в любое время – это не совсем правильно. И конечно же в погоне за более высокой прибылью вы можете потерять тот профит, который вы уже получили. В принципе сейчас нет четких сигналов, которые бы указывали на продажу и сильный разворот рынка. Поэтому даже если вы краткосрочный инвестор, то лучше придержите свои монеты до уровня 100 тысяч. Ведь продать вы всегда успеете. Катализаторами отката в текущем цикле могут стать две вещи. Во-первых, это инфляция в США. Ведь во время эйфории от роста криптовалют никто не обратил внимания на то, что ИПЦ показал рост до 2,6%. Да, это совпало с прогнозами, но если следующий ИПЦ в декабре будет выше, чем 2,6%, то ФРС может задуматься над тем, чтобы приостановить снижение ставки. А это не совсем хорошо для крипты, и это может вызвать второй фактор, а именно сокращение инвестиций от фондов. Ведь сейчас рынок держится на притоке капитала от больших инвесторов, а если он прекратится, то это гарантированно вызовет откат. Обсуждать данный вопрос мы еще будем в следующих видео, а также вся самая актуальная информация перед ростом и падением рынка выходит в нашем Telegram, так что подпишитесь. Но знаете, кто кроме биткоина выйдет долгосрочным победителем после того, как Трамп станет президентом? Это Ethereum. По словам гендиректора Consensus, Ethereum готов получить большую выгоду от победы Трампа на выборах, чем любой другой протокол. На криптоконференции в Таиланде он сказал: «Мы долгое время жили в мире с давлением со стороны SEC. Мы считаем, что совершенно очевидно, что это было обусловлено прогрессивной стороной партии демократов. Компания Consensus, которая ведет борьбу с SEC, в октябре сократила свой штат на 20%, возложив часть вины на злоупотребление полномочиями со стороны SEC. После победы Трампа на прошлой неделе глава Consensus видит, что дела идут на поправку, особенно для Ethereum, в свете возможностей смены руководства SEC. И он добавил: Америка довольно долго давила на эфир, и это вызвало кучу недовольства. Мы уже увидели отскок, который был более благоприятен для эфира. Поэтому Ethereum, как я думаю, может выиграть больше, чем другие протоколы, особенно потому что он намного больше и более зрелый, чем все остальные экосистемы, кроме биткоина, который является зрелым, но узким в своей сфере. Лично я согласен со словами гендиректора Consensus, ведь давление SEC на эфир очень высокое, но уже в следующем году нас ждет новый глава комиссии из администрации Трампа, что полностью изменит политику SEC в отношении крипты. Но несмотря на то, что сейчас главой SEC до сих пор остается Генслер, данные притоки капитала в Ethereum ETF уже показывают положительные результаты. Ведь 11 числа вообще был рекорд – 295 миллионов долларов. И 12 ноября фонды также купили эфир на 135 миллионов долларов. И кстати, даже пенсионный фонд штата Мичиган купил Ethereum ETF на 11 миллионов долларов. Само собой, на этом фоне Ethereum пробил 3400 долларов. И есть минимум 3 причины, по которым эфир в скором времени пробьет 4000 долларов. Во-первых, данные CryptoQuant показывают, что общий открытый интерес эфира вырос с 9,8 5 ноября до максимального уровня в 13,2 миллионов эфиров. Во-вторых, мы наблюдаем за увеличением числа активных адресов с уровня 306 тысяч до 388 тысяч. Это представляет собой рост
рост на 26%, который произошел после победы Трампа. Ну и в-третьих, это тот самый приток капитала в ETF. Таким образом, продолжение роста институционального спроса на инвестиционные продукты Ethereum может усилить рост его цены к мартовским максимумам, около уровня 4000. Здесь ситуация такая же. Если вы холдер, то я не вижу смысла продавать сейчас, ведь первые диапазоны, где можно начать задумываться о частичной фиксации, находятся не ниже уровня 5000. А главным триггером падения может стать откат биткоина по тем причинам, которые я назвал ранее. В целом, обстановка на рынке на данный момент положительная. Об этом говорят многие индикаторы, а также показатели. Но сейчас самая главная проблема заключается в том, что рынок очень сильно накален из-за того, что биткоин и другие монеты растут не постепенно. Это приводит к ликвидациям, к резким фиксациям профита или наоборот к быстрым активациям сделок на покупку. Таким образом, пока рынок не стабилизируется и хотя бы пару дней мы не понаблюдаем за консолидацией, нужно быть максимально осторожным. Я имею в виду, что не стоит бездумно открывать сделки в погоне за FOMO или покупать рискованные мемы, ведь как показывает практика, последствия могут быть печальными. Поэтому, чтобы таких ошибок не совершать, за всей актуальной информацией следите в наших новых роликах и в телеграм-канале. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!